Когда кажется, все вроде бы хорошо, да, там дом, семья, но все-таки что-то не так, есть ощущение, что ты не свою жизнь, да, проживаешь. Когда наоборот все валится, там, не в личных отношениях, не в финансах, но планеты на нас как таковые не влияют. То есть и ответственно принимать эти решения. То есть это огромная власть. Ответственность – это и свобода. Всем привет, меня зовут Кристина, я профессиональный астролог, и я вас приглашаю в наше путешествие в мир астрологии, направленное на саморазвитие, познание себя. И первым делом я вам предлагаю разобраться, что же такое астрология. Астрология – это наука, направленная на систематизацию, сбор и систематизацию знаний о том, как действия планет и некоторых математических точек небесных синхронизируются с событиями вокруг людей и с внутренними состояниями людей и общества в целом. Самое главное и самое первое, на что я хочу обратить внимание, это на то, что планеты на нас как таковые не влияют. То есть мы собираем, систематизируем и соотносим эти знания в первую очередь. И что же в таком случае делают планеты, если они на нас не влияют? Планеты отражают наши состояния, наше поведение. То есть это некий такой синхрон. Синхрон космический, синхрон, как бы сказать, такой энергетический в обществе вокруг нас и внутри нас. То есть идеально, когда все это работает в неком таком синхронном состоянии. То, что у нас на небе, нашем условном астрологическом, и то, что находится вокруг нас, и то, что мы чувствуем внутри себя. Самый такой интересный момент в этом всем – найти вот этот вот баланс для того, чтобы события в нашей жизни и, скажем так, те энергии, которые происходят, они были в таком общем потоке. Это вот знаете про что? Это про то, когда вот, допустим, нам что-то хочется, к чему-то мы стремимся, есть какое-то желание, там, желание какого-то развития, там, не знаю, отношений или финансового благополучия. И когда мы в неком таком синхроне, к нам прилетают некие такие события, которые нас направляют в нужном направлении. Появляются люди, которые нас направляют туда, куда нам нужно. Появляются инсайты, мысли, которые нас направляют туда, куда нам нужно. То есть и астрология, современная именно астрология, она именно о том. То есть она не о предсказаниях как таковых, она именно о том, как нам найти некий такой баланс в этом мире для того, чтобы чувствовать себя в нем комфортно. То есть чтобы получать интересный событийный ряд. То есть кому-то хочется больше спокойствия, кому-то хочется больше какого-то драйва, событий, там, любви. Кто-то стремится в семью, кто-то стремится в карьеру. И нам найти вот эту вот точечку, в которой нам самостоятельно комфортно находиться. То есть астрология, она как раз об этом. И первым делом, чтобы, в принципе, нам начать думать о том, что такое астрология для нас лично, персонально, нам нужно разобраться, что такое натальная карта. То есть натальная карта – это некая такая условная единица. Кстати, знаете, на что еще хочу обратить внимание, что мы в астрологии планетами называем все. И Солнце, и Луну просто так принято, поэтому как-то просто примите это как факт и сильно не ругайтесь. Итак, натальная карта – это некий такой снимок неба в момент вашего рождения. То есть, условно говоря, когда вы родились, некое такое движение планет астрологическое происходило, произошел первый вдох младенчика, и все это вот как запечатлелось в этот момент, как снимочек, и все с вами это осталось. Это такой ваш космический документ. И самое важное, что этот космический документ никогда не меняется, независимо от того, переехали ли вы в другую страну или в любой другой город, либо поменяли фамилию, либо что-то еще, имя. Ваш астрологический документ никаким образом не меняется. Он всегда остается с вами в вашем таком, остается в первозданном виде. Это важно понимать и важно запомнить. Так, а что же мы можем увидеть в нашей натальной карте? Начиная с того, что в натальной карте скрыты даже события до нашего рождения внутри нашей семьи, то есть мы можем даже откопать некоторые семейные секретики, если нам это требуется для каких-то целей. Но в первую очередь это то, где скрыт наш потенциал, где наши потенциальные слабые и сильные стороны. То есть это самое важное и самое интересное всегда. Помимо, конечно, совместимости, к которой мы перейдем чуть-чуть позже. Что же в нашей карте, из чего же она состоит? Карта состоит из знаков планет, домов и аспектов. Сейчас я постараюсь вам упрощенным языком
рассказать то, что, возможно, сделает вас чуточку выше на ступенечку, чем некоторые начинающие или даже продолжающие астрологи, потому что это базовая часть синтеза, которую зачастую не все и не всегда могут состыковать, понять, как соотносятся там планеты, знаки, дома, аспекты, тем более, что это такое. Итак, если сделать это такое некое упрощение, то планеты – это наши внутренние актеры, наши внутренние роли, наши, скажем так, может быть, в некоторых случаях даже наши внутренние субличности и те энергии, которые в нас включаются в те, ну, какие-то определенные периоды жизни, либо в определенных ситуациях. Давайте назовем их просто актерами. Знаки – это стиль поведения и энергия этих планет. То есть знаки зодиака, это вот эти 12 знаков, когда планета попадает в определенный знак, она как бы окрашивается в поведение, в то, как одевает одежду определенного качества, то есть это костюм для наших актеров. То есть планеты-актеры, знаки – это как одежда. Луна, допустим, в Овне и Луна в Скорпионе – это, ну, две абсолютно, казалось бы, планета одна, но это будут разные актеры. То есть актер может быть даже один в разном амплуа. То есть этот актер будет в разном амплуа. То есть у него будет другой костюм, там у него там где-то у него будет черная одежда, где-то у него будет ярко-красная помада. То есть это будут актеры в разных амплуа. Дома – это конкретные сферы жизни, где эти планеты проявляются. То есть, знаете, давайте назовем это некими такими декорациями, в которых происходят действия наших планет. А аспекты – это диалоги между нашими планетами, то есть кто с кем дружит, кто с кем находится в неком таком напряжении, а с кем у нас прям серьезный конфликт, а с кем мы вообще не знакомы. То есть планеты, знаки и дома – это некая такая сцена действий, которая разворачивается внутри вас и вокруг вас. Астрология – это не про предопределение, это про саморазвитие и про поиски себя. То есть это про некие энергии, которые нам либо даются, да, извне, либо находятся внутри нас, и наша задача их использовать правильно. Да, бывают ситуации, когда мы, допустим, не слышим знаки Вселенной, не видим, когда нам в лоб практически там одно и то же прилетает, и тогда нас настойчиво и настырно закидывают в какие-то события фатальные, там, либо которые неминуемые. Чаще всего современный человек, он, который особенно в саморазвитии, а раз вы здесь, вы все же, наверное, в саморазвитии, чаще всего современный человек, он уже ощущает, где он находится, он просто немножечко за счет, допустим, астрологии, либо каких-то других помогающих вот таких вот дисциплин ищет свой путь, ищет свои правильные поворотики, скажем так, в этой реке жизни. Поэтому астрология – это не предсказания, которые говорят, что будет так и никак по-другому. Это все же про поиски, это про развитие. А как же нам использовать астрологию на практике правильно? Я предпочитаю астрологию использовать как инструмент саморазвития. И в первую очередь я думаю, что астрологию нужно использовать как инструмент для понимания себя и выстраивания отношений с другими, либо понимания других людей. Вы поймете, когда вы лучше начнете понимать, что такое астрология, как она работает, как работает другой человек. И вы поймете, что уходит осуждение, больше становится понимание. В том числе есть некоторые моменты, когда вы можете управлять немного другими людьми для того, чтобы получать какие-то свои профиты в той или иной ситуации, даже если эта ситуация оказалась, допустим, какой-то нерешаемой. Для анализа текущих периодов вторым пунктом я прописываю, знаете, это про что? Это про то, когда ты находишься в той ситуации, когда кажется все вроде бы хорошо, да, там дом, семья, работа вроде так хорошо, все замечательно, но все-таки что-то не так, есть ощущение, что ты не свою жизнь, да, проживаешь. И астрология, она может показать, это действительно так, либо это какое-то внешнее влияние, либо показать то направление, куда стоит сейчас двигаться для того, чтобы жизнь стала более насыщенной, и ты почувствовала себя в гармонии со всем, что происходит вокруг. И либо ситуация, когда наоборот все валится, там, не в личных отношениях, не в финансах, не там, не там. Ты такой, господи, да что же делать? И астрология, она тоже подскажет, а куда идти, а что делать на самом деле, а где я могу реализоваться. И тут мы переходим к пункту 3, то есть это про осознание своих сильных и слабых сторон. То есть осознавание своих сильных и слабых сторон, это про то, что там, где сильная, то есть
здесь мне будет легче, особенно в кризисной ситуации, вытащить себя наверх. Осознание слабых сторон – это не про то, что я здесь сейчас это все отодвину, то есть это со мной вообще, то есть это не про меня, я не умею быть дипломатичным, я не умею договариваться. Я как Овен, я вам скажу, да, я могу такое тоже на самом деле про себя утверждать, но слабая сторона – это то, что нам, по идее, нужно развивать в течение жизни. И астрология как раз покажет, через что в кризис нам, через сильную сторону, да, нужно себя вытянуть, и в состоянии стабильности, либо в состоянии кризиса, когда нам требуется вот эту слабую сторону развить таким образом, чтобы преодолеть кризис. То есть разные бывают сценарии, то есть астрология помогает эти сценарии нам за счет, да, помню, наших актеров, наших декораций, костюмов объяснить, а какой сценарий сейчас разыгрывается и как нам сейчас более правильно действовать. Это нас приводит к тому, что мы можем осознанно принимать решения с полной ответственностью. То есть я понимаю, что здесь я могу поступить так или так. То есть мы понимаем, что ответственность в наших руках. И ответственно принимать эти решения. То есть это огромная власть. Ответственность – это и свобода, и в то же время некое такое ограничение, да, то есть кажется уже все, уже ни на кого ты не скинешь какие-то, уже на планеты не скинешь, на какие-то внешние события не скинешь, ты уже понимаешь, что здесь только ты хозяин своей жизни, и на самом деле это классно, и я всех к этому призываю. И итоговой частью урока, я уже, наверное, как бы ее тоже озвучила, это важно помнить, что ты всегда являешься автором своей жизни, и самое главное, что все ответы, они где-то внутри тебя. Просто через астрологию их можно достать и ими пользоваться осознанно и управлять тем, что происходит. То есть это астрология, она не про то, что ты виноват во всем, она про то, что ты можешь управлять той лодкой, в которой ты плывешь. То есть астрология дает тебе весла. Это самое главное. И за это я ее люблю. И я искренне надеюсь, что вам будет со мной дальше интересно, и я изо всех сил постараюсь дать вам максимум пользы. До встречи на следующих уроках.